Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Все говорят, что Гватемала небезопасна. Самая опасная страна Центральной Америки, правда, нет? Я не знаю, с чем сравнить. Я в Центральной Америке была только в Панаме. Поэтому с Панамой, мне кажется, вряд ли это можно сравнить. Мне, на самом деле, пусть будет дальше так, не знаю, что-то постучать где-нибудь повезло. Со мной ни разу ничего не случалось. То есть таких прям инцидентов ни в транспорте, нигде. В столице я несколько раз и пешком ходила, на меня все ругаются. Марина, это вообще нормально? Но мне кажется, майя, они реально знали, где места силы, потому что, например, вот Атитлан, да, озеро, я не знаю, есть ли человек, который побывал на Атитлане и сказал: ой, да ладно, озеро как озеро. Потому что раньше там же был остров, который затонул, и в котором было все эти церемонии майя. Или, например, когда попадаешь в какие-то парки или пещеры, где они там тоже, у них была культура, всегда ощущение какой-то, не знаю, силы, энергии. Ну, и последняя, как сказать, капля, которая для меня была решающей, решить то, что майя были очень умными. Я была на конференции для преподавателей математики, и нам объясняли, как построена система цифр в плане того, что, допустим, арабские цифры, их все равно 10, ну, то есть чтобы все цифры назвать, да, нужно 10 цифр. А майя это все сделали с 3. В чем твоя вера? Не знаю, я человек мира. Ну, то есть, не знаю, Бога, Иисуса, что-то светлого. Законы Вселенной. К примеру. Энергия возвращается, хорошая, плохая и так далее. А откуда она возвращается? Это уже сильно философский вопрос. Ну, помимо физической части есть еще энергетическая часть. То есть в Создателя как такового я, конечно, не верю, а в то, что энергия вращается в этом мире, да. Тебе Библия не понравилась после прочтения, потому что много ограничений для жизни или что? Нет, потому что это написано людьми как сказать, и интерпретируется людьми, как захочется. То есть, ну, нет смысла интерпретировать, как Гарри Поттер. Ну, вот Гарри Поттер, есть вселенная Гарри Поттера, там есть какие-то правила и так далее. Ну, так же и Библия для меня. Ну, то есть, как бы эти правила, хочешь, подчиняйся, ну, живи в этой вселенной. Ну, как бы, а если ты хочешь просто по человеческим меркам жить, то живи по человеческим меркам. Почему обязательно должны быть мерки Библии, скажем так? Всем привет, это Гватемала, и мы встретились с Мариной. Сегодня она расскажет, как она здесь оказалась. Первый вопрос. Почему мы в Кесальтенанго? Это длинная история. Вот как ты сразу заходишь с такого вопроса? Я здесь, получается, уже живу 15 лет в общей сложности. В Кесальтенанго я живу 11, а в Гватемалу к себе попала я из США. Поэтому... Все бегут в США, ты из США, да? Да, путь был очень длинный. То есть, получается, я ездила в США 3 раза, там мы познакомились с моим будущим бывшим мужем из Гватемалы. Так быстро будущий стал бывшим. Да, ну, в смысле, он был будущее, а потом, да, превратился в бывшего. И когда пришел момент выбирать, то есть у меня заканчивалась виза в США, и мне нужно было возвращаться в Россию или куда-то еще, и вот появился человек из Гватемалы, я сказала: ух ты, выучу испанский, там есть лето, круглый год, поеду в Гватемалу. Вот, а он, получается, из этой области, ну, не самого города, а здесь близко. Ну, вот, получается, так мы сюда и попали. В каком году ты в США поехала? В США я была 3 раза по work and travel. 2005, 2006, потом в 2007 осталось 2 года еще учиться.
приехала еще 2 года учиться. И в 2010-м попала в Гватемалу. Ну, то есть у тебя такой разговорный английский хороший. Ну, конечно. Американский. Американский, да. Окей. И в каком году вы оказались в Гватемале? В 2010-м. 2010. Мгм. То есть 2010 по сегодняшний день ты здесь. Да, я прям живешь. летела в январе, 13 января было минус 20 в Воронеже, там минус 10 в Москве, и в Гватемале самый такой классный сезон — это вот декабрь-январь. Красота. Легко было отказаться от голливудской мечты. Поехал в Гватемалу. Да я не знаю, мне кажется, я такой человек сам по себе, что мне все равно уже где прижиться на самом деле. То есть выучить язык и все. Но мне было 24. В 24 Так все, наоборот, бегут в этом возрасте США. Я сделаю себя, я это, то. море по колено. Нет, мне США по культуре не подошел. Сам, как сказать, вайб культурный А не в каком подошел. штате ты жила? В Вирджинии. Вирджиния. Вирджиния дорогая, безумная, и там же вот эта вся эта зона, которая правительственная. И там, конечно, и цены, и сам по себе такое отношение к работе и так далее, к людям. Поэтому нет, там было очень тяжело. А были моменты, что ты хотела в Россию вернуться, когда в США работала? Не очень, мне кажется. Я в семье единственный человек вообще, то есть за, наверное, 5 поколений, единственная, которая разговаривает на разных языках, любит путешествовать, вообще была где-то и так далее, у кого есть высшее образование. То есть, видимо, я родилась в семье для того, чтобы все это, все эти... За всех. Да, за все последующие, эти предыдущие поколения 100 лет просто попутешествовать, все сделать. То есть, не знаю, так получилось, и все, меня обратно уже не вернешь, потому что я в 19 лет первый раз попала в США, познакомилась с людьми из 20 разных стран, и все, для меня это стало прям все, я хочу путешествовать, жить, знать языки и так далее. Может, конечно, не то, что совсем номада, но вот так. А братья и сестры у тебя есть? Да, у меня старший брат. Он тоже путешествует? Нет, я же говорю, я одна единственная. Они живут, получается, Воронеж и Воронежская область. Вот это вся моя семья между Воронежем и Воронежской областью, и все. Это в каком городе ты родилась, получается? Павловск называется, Павловск. Павловск, Воронежская область, да. И мои родители меня ездили проведывать в США, летали, но это был прямой перелет на тот момент, был Москва, Вашингтон, им дали визы, они прилетали. В Гватемалу, соответственно, уже никто не полетит. Вот. Ну, в Гватемалу они вообще прилетали? Нет, у меня в Гватемалу из России никто еще не прилетал. Никто из твоих родственников? Нет, только из США подруги. А сама ты в Россию часто летаешь? Получается, где-то каждые 3 года, где-то примерно. Единственное, что пандемия сбила чуть-чуть ритм, получается, там 3,5, потом 2,5, да, где-то каждые 3 года. А какие цели? Зачем? Зачем в Россию? Домой, с родителями пообщаться, с друзьями. То есть скучаешь по России? По людям, конечно, потому что родители, они же не могут прилететь, и получается, мы даже по скайпу разговариваем раз в неделю, и им этого не хватает, и мне этого не хватает, именно побыть маленькой девочкой, чтобы меня накормили. Ну, прям вот так хочу вернуться в Россию, у тебя такого нет ощущения? То есть ты здесь уже полностью свыклась? Ну, я себя называю Russian Mama, типа 60-40. Все равно 60%, конечно, это культура российская, так или иначе, а 40% гватемальская, потому что, например, если я провожу месяц в России и не слышу музыку на испанском, я тоже начинаю скучать. Такая у меня смесь уже давно. Окей, ну как ты считаешь, вот культура российская, гватемальская, насколько они схожи или вообще разные? Для меня большим шоком в какой-то момент было из России в США приехать. Наверное, это было, конечно, уже давно, потому что сейчас и Воронеж другой, и Москва другая, но в тот момент, когда я приехала, вот первый шок, конечно, был очень сильный именно на США. То есть порядок на улицах, общественный транспорт, там двери, которые сами открываются, краны, которые сами выключаются. То есть вот этот шок был прям сильным. А потом... То есть в США это уже было? Ну, это вот первый раз, когда я прилетала. Да, первый а раз в России, где ты жила, этого не было в тот момент? Да, Воронеж на тот момент вообще, это, даже при том, что он даже до миллиона не дотягивал, и у нас там практически было 3 торговых центра и 3 клуба. Это сейчас там, конечно, Воронеж навороченный. Вот. А потом, когда я попала в Гватемалу, первым шоком это вот мусор. Мусор везде, потому что, да, ты его в России можешь увидеть там на улицах, но не в таких количествах. Но, например,
Ситуация с общественным транспортом, например, на тот момент в Воронеже люди висели на маршрутках точно так же, как здесь, то есть заходили туда Ну, здесь битком. классно, можно зацепиться за Да, лестницу. так же примерно висели. Не, в России за это ругают. Ты типа зацепщики, нельзя. А здесь официально зацепился, да можешь на крыше ехать. Вообще молодец, да. То есть, например, вот в общественном транспорте это меня не особо удивило. Отношение, в принципе, того, что везде можно со всем договориться, это тоже очень похоже. По крайней мере, на то место, где я росла. То есть, если тебе нужно через связи, ты всегда где-то договоришься. В России, в Гватемале так или иначе. То есть в США это не так. В США это очень сложно с кем-то договориться. То есть все наоборот. Или ты по прямой идешь, или твои проблемы. Вот. Но, например, в плане того, как люди воспринимают там семью и жить отдельно, то, конечно, в Гватемале для меня до сих пор непонятно. То есть взрослые люди, живущие со своими родителями до победного. Ну, это нормально. Ну, у них, да, это нормально. То есть у меня вот знакомые люди, то есть, которым 30 чем-то, они не женатые там или не замужем, они продолжают жить с родителями. Но они самостоятельны сами? Ну, они зарабатывают, но я не знаю, ну, кто-то дает родителям на еду, кто-то, в принципе, просто живет. То есть для меня это такой шок культурный. Я не понимаю, я все время людей спрашиваю, почему вы не уходите куда-то же, а зачем? Ну, то есть тут даже человеку невозможно. Ну, то есть причина даже, то, что они живут с родителями, не забота о родителях, а просто комфортно. Да, комфорт. А зачем? Ну, или, например, если в семье там, допустим, 2 сестры и 1 мальчик, то есть сестры вышли замуж, а парень остался, все, его не отпустят из дома, потому что дом ему достанется, жилье ему достанется, все, он с родителями теперь будет До жить победного. до победного. Ну, или тогда приводи жену домой. То есть вот такое отношение для меня, это вот до сих пор шок. И мой бедный ребенок, он знает, что в 18 я его отправлю куда-нибудь учиться. Но точно не жить со мной, потому что вот это для меня шок. Ты чувствуешь зов перемен? Где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. То есть, когда ты приехала с мужем в Гватемалу, ты жила в его семье? Да, мы одно время жили в доме. Единственное, что у него мама здесь не живет, она в США по грин-карте. Но там всегда кто-нибудь в этом доме живет. И как тебе это было? Дискомфортно, удобно, как ты это приняла? Ну, изначально я, может, не очень хорошо разговаривала по-испански, то есть какие-то вещи, в принципе, ты пропускаешь мимо ушей. Потом, когда уже выучила испанский, начала работать, то, конечно, было некомфортно, потому что в любой момент тебе люди скажут, ну, это же наш дом. А то есть так говорили? Да. То есть наш дом, наши правила. Да, ну типа того, что почему ты там, вплоть до того, что, я не знаю, на входе положила коврик, чтобы мы ноги вытирали, чтобы мы не заходили. Ой, мама дорогая. Ну, то есть у людей там какие-то отдельные понятия про то, чей дом и как там себя вести. Вот, но мы, получается, где-то год, нет, чуть больше, прожили так, и потом я сказала, все, нет, собираем отсюда вещи, переезжаем в Кецальтенанго сюда опять. Это вы переехали из Гватемалы-Сити, получается? Нет, мы жили в маленьком городе вообще. Отсюда минут 40, наверное. То есть там... Уетенанго? Нет, называется Пальмар. Я там был просто. Пальмар, да. То есть в маленьком городе, конечно, да, у меня одно время депрессия такая была, потому что ну, там реально нечего абсолютно делать, и люди за тобой смотрят там на каждом углу. То есть там Марина пошла туда, Марина пошла После сюда. США из Вирджинии так бах, прилетели. Ну, в 24 года мне казалось море по колено. Мне казалось, что я это все переживу. Я, конечно, это все пережила. Но еще раз я бы, конечно, уже такое... Окей, ну возник вопрос. Если бы ты знала, как все это обойдется на сегодняшний день, ты бы улетела из США? Из США, мне кажется, бы я все равно улетела. Я все-таки же в Россию полетела из США. То есть я в России прожила 3 месяца. А, ты из США вернулась Да, сначала я в вернулась Россию. я поработала немножко. Вот. Ну и я не люблю зиму. Я не люблю зиму вообще никак. Я 21 год, 21 зиму пережила, мне хватит. Подожди, ты говоришь Воронеж. Да.
В Воронеже не такие зимы, Да как в ладно. Сибири. Ну, не как в Сибири. У нас в январе тоже может запросто быть минус 25 иногда. Так это нормальная российская зима, что ли? Но я не люблю просто зиму. Особенно вот эта вот слякотно непонятная ситуация, типа ноябрь, вот такое. Вот. Не-не-не. Даже вот мы летали в декабре в этом году, в прошлом году, и вот как раз нам досталась вот эта вот зима без снега. 2 дня снега в декабре, и все. Ну, и так вот сейчас вообще климат меняется. такое я И не в России переношу. зима сейчас вообще большинство без снега, а потом какой-то момент как понакидает все в это марте. разом. Нет, я прям реально не люблю. У меня всегда было такое депрессивное состояние. Зимой, в декабре, потом в марте, витаминоз. Поэтому для меня вот такое солнечная ситуация гораздо больше подходит. А в США, мне кажется, это просто прям сильно потребительская культура. То есть в том плане, что когда выходил на тот момент там второй iPhone, и люди стояли в очереди за ним, для меня это был таким тоже шоком. То есть что происходит? Выкидываем первый, покупаем второй. То есть вот именно напряжение того, что все в кредит, все должно быть куплено там самое новое. Если у тебя машине 5 лет, то тебя останавливает полиция и говорит: ну вы же знаете, что вашей машине уже 5 лет. Ты сидишь, думаешь, в смысле? Ну то есть вот этим потребительской, конечно, тоже я не смогла с этой культурой. А гватемальцы как вот относятся к тому же, что ты перечислила, к машинам, к айфонам, как кредиты берут или что они берут? Ну, смотри, получается, мы в центре сейчас, как сказать, Гватемалы, то есть не в самом таком крутом. То есть здесь вообще, мне кажется, все равно людям. В чем ты ходишь, какая у тебя машина, какой у тебя телефон. Да, если там богатые семьи, например, я работаю в частном университете, и у меня студенты во время экзаменов так положили телефоны на мой стол. Ну, понятно, что у меня из 40 будет 35 айфонов и 5 самсунгов, но это потому, что они вот из именно богатых семей, которые могут заплатить за университет и так далее. А так, в целом, я, например, никогда не чувствовала такого давления, как, например, ты приезжаешь в Россию, и тебе говорят: ну, заметно, что у тебя обувь с 2020 года. То есть вот это здесь, по крайней мере, в Кецальтенанго я такого ни разу не замечала. Но Кесальтенанго сильно от Гватемалы-Сити отличается? Да, очень. А в чем? Ну, 50 лет как бы назад Гватемала-Сити, наверное, была вот таким городом, вот, но там же все инфраструктура в плане того, что дороги более-менее адекватные, зеленые по сравнению с Кецальтенанго. У нас, я не знаю, светофоры и так далее до сих пор ограниченное количество и в городе и так далее. А сами люди отличаются? Тоже очень сильно отличается, потому чем? что это же территория майя до сих пор, поэтому сам по себе как выглядят люди, как одеваются люди, как вот семейные отношения у людей, конечно, сильно отличаются. То есть это все-таки индидженес, получается, до сих пор зона. Угу. Ну и часто в столице, например, вот я недавно, у меня была такая ситуация по работе, то есть университет, в котором я работаю, у него 2 кампуса, но самый большой кампус здесь, в Кецальтенанго, то есть у нас огромные, там, даже медицинский факультет, там 1000 студентов по сравнению с другими местами, университетами, и в столице там меньше кампус. И, например, у меня в команде 15 человек, а там в команде английского 3 человека. И вот я с ними, допустим, общалась, и у них вот такое, типа, ну она же не из столицы, типа, отношений, типа, что она знает? Я говорю, ну хорошо. Они меня просто ни разу вживую не видели. То есть они различают, откуда человек из столицы? Либо... Ну, они знают, что я с другого кампуса, скажем так, но я даже не знаю, не видели или не видели, что я даже не из Гватемалы, скажем так. Ну, то есть, получается... Но отношение сразу такое, что, боже, что же не знают оттуда, ну, из то есть, как деревни. предвзято из деревни относятся. Деревни. А вот у тебя, ты говоришь, преподаватель английского языка, да? И ты пробовала делать свой бизнес. Да. Насколько тяжело вот открыть бизнес, там налоги, как это вообще? На самом деле, мне кажется, налоговая ситуация в Гватемале очень хорошая. У нас 2 режима, 5% и 12%. Просто очень щадящие, я считаю, варианты. То есть 5% может быть маленький бизнес, пока ты не зарабатываешь определенное. Это с общей выручки 5%? Ну да, 5% ты платишь налогов. А в 12% ты платишь, и тебе возвращается какие-то часть налогов. Это расходы минус доходы или нет? 12%? 12% нет, с доходов. Ну, то есть просто есть расходы минус доходы? Нет, с этого... нет. Нет. Ну, неважно, в любом случае, по сравнению с многими странами, у тебя на 12% тебя уже возвращается за покупку каких-то, например, вещей, которые тебе для бизнеса. Да, то есть очень хорошие, в принципе, условия. В принципе, несложно зарегистрироваться. У меня было... Все электронно можно делать? Да, сейчас уже можно. После пандемии уже можно. Вот. И...
Ну, просто ты платишь там бухгалтеру за то, что тебе делают эти документы онлайн, и все, не знаю. Мне в плане налогообложения, мне кажется, все очень просто. Вот. А в плане бизнеса проблема в том, что ты как продажник, например, да, вот если тебя ищут, когда у меня была академия, мне было легко, потому что меня искали, потому что я была уже знаменитым. Как бы, Ну, то есть ты была эксклюзив, не было таких, как ты, с опытом ну из и США, да, да? то есть я знала людей из частных школ, из университета, то есть, в принципе, люди ко мне приходили по рекомендации, потому что знали меня через детей, через родителей. Ну, у тебя уже была наработанная база. Да, плюс Марина все-таки из России, хотя в России английский не первый язык, но это уже не важно никому. Вот это было легко. А, например, когда у меня был бизнес по продаже туристических сувениров, вот там было сложно, потому что ты можешь, например, выйти на компанию, которая заинтересована в сувенирах, и она прям большая компания и так далее, и просто люди не умеют говорить «нет». То есть они тебе ничего не говорят или говорят «да, прям супер, ты на собрании с ними там провел время», они говорят «отлично, мы с вами свяжемся через неделю», и потом просто перестают отвечать вообще на все там звонки и так далее. И вот эта вот ситуация в Латинской Америке, люди, которые не могут сказать «нет», это сложно влияет на бизнес. Или тогда нужно нанимать продажника, который местный, который понимает, когда да, когда нет. Но вот мне лично, например, было тяжело. Я не понимаю, почему люди просто не могут сказать, типа, спасибо, но нет. Ну, сейчас разобралась? Ну, это уже, знаешь, смешно, когда я вот с людьми разговариваю. Например, там я попросила что-нибудь, или человек не отвечает 2 дня. То есть для меня по-гватемальски это нет. То есть я уже привыкла к этой ситуации. И они могут, конечно, появиться потом через месяц и сказать: ой, а помнишь, ты просила? Да ладно, я уже забила на это дело. А насколько они сами вообще, бывают, обижаются? О, да. Да? У меня в университете была такая ситуация, я училась на магистра, и у меня такой характер, что если надо что-то сделать, мы берем и делаем. А у них вот это вот нужно, ну а кто же это сделает? Как же? И вот они все такие скромные, знаете, все такие на магистерском обучении и молчат. И берет Марина маркер и выходит к доске и говорит: так, что нужно сделать? И пишу, и мы очень быстро решаем. И однажды мне сказали, что типа ты ведешь себя как Гитлер. Я говорю: слушайте, ну просто у вас вот это восприятие того, что чтобы что-то надо сделать, нужно сначала поскромничать, потом сказать: нет, наверное, не я, лучше другой, потом вы еще там надо со всеми договориться, а потом уже это сделать. Я говорю: я не могу, я не понимаю. Считайте, что вам повезло со мной. Ну вот ты сказала «земля майя». Мгм. Какое вообще отношение на сегодняшний день у гватемальцев к майям? Насколько они верят, да, в какие-то там силы, энергии? Как Ну, ты это считаешь? смешанная сейчас культура. То есть те же самые католики, они вроде как католики, но в местной одежде, например, да? Или они те же католики, но при этом на какой-то следующий праздник они будут там сжигать какие-то дополнительные благовония. То есть это настолько смешалось, что прям чисто-чисто ни майя, ни католиков вот здесь, например, не найдешь. То есть вот лагуна Чиковаль, которое сакральное озеро, священное озеро, да, то есть туда люди приходят со своими там цветами, благовониями, при этом они ходят в церковь, то есть как бы оно очень смешано, очень сильно. Ну, а если про майя все-таки, можешь рассказать, насколько гватемальцы чтят и как вообще они это показывают? Ну, я знаю, здесь очень много разных мероприятий есть. Можно пойти там послушать про Навали, да, можно, например, просто посмотреть на церемонию. В какой-то момент они открыты везде. Можно, даже когда вот какие-то проблемы у меня были в жизни, мне сказали: хочешь, сходим к какому-нибудь там священнику майя, который тебе там сделает церемонию. Ну, правда, никогда не попала. А что именно за церемонию предлагали? Ну, сжигают же какие-то там отдельные, как сказать, цветы или еще что-то, в зависимости от того, там, какая у тебя проблема. У меня есть знакомые, которые называют детей именами такими, как сказать, из историй майя. Ну, то есть тебе предлагали некое такое шаманство, да? Да. А ты сама посещала пирамиды майя? Да, я была, в Чикале была, и в Уэтенангу, и в разных местах. Ну, то есть здесь же очень много этих парков. То есть их, наверное, штук 12, и, наверное, было в 5 или 6. И твои ощущения после посещения? Ну, мне кажется, майя, они реально знали, где места силы, потому что, например, вот Атитлан, да, озеро, я не знаю, есть ли человек, который побывал на Атитлане и сказал: ой, да ладно, озеро как озеро.
потому что раньше там же был остров, который затонул, и в котором было все эти церемонии майя. Или, например, когда попадаешь в какие-то парки или пещеры, где они там тоже, у них была культура, всегда ощущение какой-то, не знаю, силы, энергии. Ну, и последняя, как сказать, капля, которая для меня была решающей, решить то, что майя были очень умными. Я была на конференции для преподавателей математики, и нам объясняли, как построена система цифр в плане того, что, допустим, арабские цифры, их все равно 10, ну, то есть чтобы все цифры назвать, да, нужно 10 цифр. А майя это все сделали с 3 цифрами. То есть у них такая была система, да, то есть они там с 3 фигурками, получается, там точка, линия и ракушка, они создали систему, которая работает на любые цифры, хоть там, не знаю, сколькозначные, плюс 2 календаря, лунный календарь, солнечный календарь, плюс все вот это расчет Наваль, потому что, получается, знаки зодиака их 12, а Навали 13. То есть это более точный расчет того, что происходит, допустим, там. Наваль это что такое? Наваль это как знак зодиака, но это каждый день. То есть каждый день есть разный Наваль у разных людей. Ну, соответственно, твой Наваль тебе дает какие-то характеристики как человеку. И они гораздо точнее, получается, чем вот такие расчеты. То есть нам прямо на конференции все это объясняли, рассказывали. И многие люди здесь даже из университета приходят, до сих пор изучают там в отдаленных, например, там деревнях, как они рассчитывают посадку растений и так далее. То есть там очень такая интересная система. То есть они знали сверхъестественное? Ну, не сверхъестественное, но расчеты были очень точные. То есть это люди, которые занимались наблюдением очень точным и очень научным, скажем так. так. Ты в это веришь? В научную часть? Да. Да. А вообще, в чем твоя вера? Не знаю, я человек мира. Ну, то есть, не знаю, Бога, Иисуса, что-то светлого. Законы Вселенной. К примеру. Энергия возвращается, хорошая, плохая и так далее. А откуда она возвращается? Это уже сильно философский вопрос. Но помимо физической части есть еще энергетическая часть. То есть в создателя как такового я, конечно, не верю, а в то, что энергия вращается в этом мире, да. Но она же за счет чего-то вращается. Потому что я много чего читала, и я понимаю, что... Окей, не то, что ты прочитала, а то, что ты для себя понимаю, на сегодняшний день у меня несешь. Был какой-то момент того, что доказательства есть и того, да, что и существует или не существует какой-то творец. Но для меня нет. Ты церковь посещаешь? Нет. Ну, я, получается, в России выросла, что я родилась в 85-м году, какие церкви? В 90-е... Почему? Я тоже в 85-м родился. Я не знаю. У меня, по крайней мере, бабушка с мамой у меня верующие, скажем так, но в церковь-то как таковую мы никогда не ходили. То есть они там дома, у них стоят иконы и, допустим, там молитвенники и все, собственно говоря. Но здесь, в Гватемале, я была одно время, я работала в церкви адвентистов, которые по субботам не работают. И я за год прочитала всю Библию на испанском. Ну, как бы все наоборот. То есть они меня не убедили, а разубедили. То есть Библия тебя разубедила? Библия и то, что люди как ее интерпретируют больше всего. А что тебе там не понравилось? Ну, представляешь, вот, например, здесь в Гватемале, здесь мормоны, потом эти адвентисты, свидетели Иеговы и так далее, и так далее. Как бы Библия, скажем так, одна на всех, да? Ну, плюс католики. Ну, у каждого же свои истории. То есть, например, адвентисты, они не пользуются, женщины не могут носить украшения, пользоваться косметикой, носить штаны и так далее. Почему? Ну, в Библии так написано. Потом следующие мормоны. Нельзя пить кофе, нельзя там то, нельзя. Почему? В Библии так написано. Да что вы говорите? Ну, то есть вот эта ситуация интерпретации, или, например, то, что у нас были ситуации на работе, то есть это частная школа, адвентисты, директор школы встречалась там 6-7 лет со своим парнем, забеременели. Их выписали из церкви, то есть церемония официальная, выписки из церкви. Им сказали, так, все, вы к церкви не принадлежите. Они поженились, родилась дочка, они обратно покрестились, все нормально. Ну окей, но в твоей истории тебе Библия не понравилась после прочтения, потому что там много ограничений для жизни или что? Нет, потому что это написано людьми под
как сказать, и интерпретируется людьми, как захочется. То есть, ну, нет смысла интерпретировать, как Гарри Поттер. Ну, вот Гарри Поттер, есть вселенная Гарри Поттера, там есть какие-то правила и так далее. Ну, так же и Библия для меня. Ну, то есть, как бы эти правила, хочешь, подчиняйся, ну, живи в этой вселенной. Ну, как бы, а если ты хочешь просто по человеческим меркам жить, то живи по человеческим меркам. Почему обязательно должны быть мерки Библии, скажем так? Вы за границей. Все незнакомо, все чужое. И вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. По поводу медицины, скажи, пожалуйста, как вообще здесь развита медицина и насколько вообще врачи квалифицированы, если сравнить твой опыт с США, Россией, проживания? Ой, нет, в США это сложная ситуация. Я там была, наверное, раза два. Но если не страховка, если страховка, то тоже все очень сложно. Ты знаешь, у меня на самом деле позитивный опыт. То есть, во-первых, у меня сын родился здесь в государственной больнице. Бесплатно, вот, да? Да, бесплатно. Вот она здесь недалеко находится. У меня 4-я отрицательная группа крови. Они меня бесплатно укололи все этими, как называется, то, что блокирует вот это у нас конфликт крови, резус-фактора. Каждые 2 недели я была в этом высоком риске, и каждые 2 недели я приходила, они меня проверяли. Я заболела воспалением легких, когда был 6 месяцев беременности, я лежала в больнице, ко мне очень хорошо относились. Когда я лежала там, допустим, в скорой, вроде как нельзя есть, мне приходили студенты, отдавали яблочко, поешьте, потому что беременный человек, не евший 6 часов. А мужа не было рядом? Ну, они не пускают, конечно, скорую. Okay. Вот. И у меня была инфекция, соответственно, меня вообще посадили в другое место. Когда сын родился, тоже вот спасибо огромное врачам, то есть он родился недоношенный, завернутый в пуповину, с узлом на пуповине. Он неделю еще находился в этих, как сказать, ну понятно. На реабилитации. Да. И меня должны были выписать на день раньше, у меня началась аллергия, меня оставили. Мне даже врачи приносили колыбельную на русском языке распечатанную. То есть люди относились очень хорошо в государственной больнице. Единственное, что я знаю, что в государственной больнице не хватает там чего-то, да, это у них вот там иногда лифт не работает, иногда у них нет там чем зашивать. Но врачи, вот врачи как люди в государственной больнице, и вообще спасибо им огромное. То есть, во-первых, как они ко мне относились, во-вторых, как они к сыну отнеслись. И сейчас я преподаю тоже вот на медицинском факультете, и у меня очень много знакомых, которые, ну, очень хорошие врачи, которые тут какие-то исследования проводят и так далее в государственных больницах. То есть у меня опыт, на самом деле, очень хороший. Но ты не считаешь, что это просто к тебе отношение такое, что ты иностранка? Если бы это был гватемалец, отношение бы к нему было другое. Понятия не имею. Ну, а как не сравнить? У меня, например, я же говорю, у меня огромное количество знакомых врачей, и в целом, не знаю, у меня нет знакомых, которые прям сказали, ой, ну врач прям, ну так ко мне отнесся, ну так сделал. То есть, да, ждать приходится, да, приходится там платить в каких-то ситуациях, но такого, чтобы прям врачи к тебе там пренебрежительно относились или еще, даже с моих знакомых вроде не было такого ни разу. Может, что-то не знают, я согласна, но это нормально. Допустим, педиатр не может не знать, что там про дерматологию, ну это нормально, а как бы... Ну, тут есть скорая помощь, ты можешь вызвать там 911 или нет? Ну, в зависимости от ситуации, если он уже есть бомберус, то есть типа пожарные. Ну, то есть больше используется бомберус, чем... Ну, они, да, они как бы квалифицированы на скорую помощь, и они тебя могут куда-то отвезти. Бесплатно? Бесплатно, да. Но у меня по страховке. А как долго ждать вот эту службу нужно после вызова звонка? У меня была однажды ситуация с пожаром, но, в принципе, за 10 минут приехали. Это Кисельтананга? Да. То есть расположение их не под станции, их несколько, не одна там на весь город? Окей. А есть какая-то вообще социальная поддержка от правительства населения? Ну, есть, наверное, но это прям для таких очень далеких мест. То есть, например, с детьми
твои дети, твои проблемы. То есть, если у тебя рождается ребенок, то у тебя нет медицинской страховки никакой там дополнительной на ребенка. То есть, например, по работе есть страховка, когда у меня сын родился, не было такой. Но вот сейчас, например, если бы у меня родился ребенок, до 4 лет моя бы страховка покрывала его. После 4 лет все, дальше ваши дети, ваши проблемы. То есть, нет никаких вариантов, даже по работе, скажем так. И обучение, то есть, соответственно, обучение, бесплатное обучение не котируется никак, невозможно. То есть я не то, что там сказать, ой, я хочу, чтобы у меня сын учился в частной школе. Да у меня вариантов нет никаких. То есть государственная школа, даже если она есть рядом, то там может такое, там, парк нет, там, преподавателей нет, там, не знаю, стен нет. То есть как я могу отправить ребенка учиться в государственную школу, да, если там, в принципе, нет какой-то инфраструктуры. И приходится, соответственно, вот с очень маленького возраста, то есть там буквально как только начинается там 3 года ясли, все это платно. И декретных тоже нет, мне говорили. Есть 3 месяца. Если ты 3 работаешь месяца. официально, да, то 3 месяца. И там потом дается время на кормление, это в течение какого-то времени. 3 месяца. Окей. А вот еще тоже мне рассказывали, что якобы родители сами не особо хотят детей отдавать на обучение, потому что лучше рабочая сила в доме будет. Ну, это опять же, если мы говорим про территории, которые где-то находятся в горах и так далее, конечно, потому что, соответственно, чтобы прокормить себя и всех детей, всем приходится работать, и да, вот, пожалуйста, тут на светофорах дети продают, там, не знаю, цветы, просят деньги, протирают окна и так далее. Вот сейчас меньше стало, вот прям в этом году. А, допустим, вот с пандемией по 24 год просто на каждом светофоре практически стояли люди. Ну, то есть как будто они повыходили в это время, да? Да, и вот прям с детьми и так далее, и дети, которые там чистят обувь и так далее, но они, соответственно, или прям из очень бедных семей в Кецетельнегу, или откуда-то вот с пригородов, скажем так. Ну да, конечно, есть люди, которые там доучился до 3 класса, все, хватит. Все говорят, что Гватемала небезопасна. Самая опасная страна Центральной Америки, правда, нет? Я не знаю, с чем сравнить. Я в Центральной Америке была только в Панаме. Поэтому с Панамой, мне кажется, вряд ли это можно сравнить. Мне, на самом деле, пусть будет дальше так, не знаю, что-то постучать где-нибудь повезло, со мной ни разу ничего не случалось. То есть таких прям инцидентов ни в транспорте, нигде. В столице я несколько раз и пешком ходила, на меня все ругаются. Марина, это вообще нормально? То есть, например, вот где консульство России, там есть такой большой-большой парк, который доходит до Белиску. А это в какой зоне находится консульство? 14-я. И я вот там пешком много раз ходила и с сыном, и сама. Мне сказали, ты вообще с ума сошла? Я говорю, я не знаю. Ну, мне всегда везло, что у меня ничего такого не было. Но, соответственно, практически все мои знакомые, у них есть так или иначе, кто-то в автобус зашел, или кто-то на улице подошел, или там в окно постучали. Хотя, например, в плане машины в окно постучали вот в самом городе, здесь у нас такого не бывает особо. Возможно, это энергия, про которую ты говорила. Может быть. Но в столице я знаю, что да, в столице там, в принципе, ты просто стоишь на светофоре, тебе там пистолетом в стекло постучали. Как-то так. Но в Кецельтенеге, в принципе, лучше ситуация. Но, например, будучи, не знаю, женщиной, ты все равно как-то должна принимать базовые меры безопасности, как в любом месте, да, там, ночью не ходить, не знаю, там, в машину не садиться. Как-то так. Но мне кажется, знаешь, вот тоже иронично или нет, Воронеж, в котором я росла, был такой же точно. То есть ты выходишь из автобуса, например, рейсового, звонишь родителям, я приехала в Воронеж, кладешь телефон в карман, через 3 минуты телефона у тебя нет. То есть я вот так выросла. Мы учились прятать телефоны, ночью не светить, там, на дискотеке с собой ничего не носить, там, не знаю, говорить о безопасности. Это когда были телефоны. Я вот вспомнил момент, ты вспомнил тоже, ты начала говорить. Я родился в Чувашии. И где-то в начале 90-х люди срывали норковые шапки с голов и убегали. Люди потом даже как-то на веревке, на резинке привязывали, чтобы это не пропало. Например, здесь запрещено пользоваться телефонами в банках. Сейчас начали уже разрешать. Потому что раньше схема была, то есть ты снимаешь деньги в банке, кто-то тебя фотографирует, пишет, что вот вышел человек с деньгами, да, и с тебя эти деньги тут же снимают на выходе. Вот когда я приехала в Гватемалу, такая система была. Где я сейчас, с кем встречаюсь, что замышляю, ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан 17. Здесь не просто ответы,
Здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. А полиция как вообще работает, как ты считаешь? Наверное, не очень. Не очень? Нет, полиция на самом Почему? деле не очень. Во-первых, их не хватает катастрофически, это однозначно. Во-вторых, ну, вот у меня личный опыт был, например, когда у моего мужа был указ о неприближении, и он, соответственно, пришел ночью пьяный, пытался залезть на какой-то там забор. Я позвонила в полицию, потому что мы были дома одни с ребенком. У меня была на руках бумажка, в которой написано, что он не может находиться. Ну, они приехали и такие, ну, женщины, ну подумайте, ну вы же потом решите проблему, а у него будет типа запись, там, как сказать, в полиции. Я говорю, заберите, в 12 часов ночи я одна дома с ребенком, у меня документ на руках о том, что он не может здесь находиться. Пока соседи не вышли, пока там кто-то еще, пока адвоката своему ночью не дозвонили, они наконец-то его забрали. Ну вот только что недавно история в новостях была такая же точно, что мужчина женщину пинал в машине, пришла полиция, и только после того, как уже набежали люди с камерами, они его забрали. Но все же говорят, что в Гватемале мачизм. Ну да, логично. То есть, ну, в принципе, все это знают. Да. И как бы, если полиция там скажет, что там мужчина кого-то пинает, ну, типа, женщину, не знаю, жену свою, то они как-то так, мне кажется. Ну да, не особо. На самом деле, когда мне вот дали вот этот о неприближении, за указ на приближение, было очень просто. То есть, на самом деле, вот эта часть закона здесь довольно-таки сильная. То есть, как сказать, защита женщин было очень быстро, то есть буквально там за 2 дня мне уже все дали, и мне дали возможность уехать из дома. То есть, например, они сказали, у тебя есть по закону возможность забрать там вещи, там кровать, холодильник и так далее, потому что ты с ребенком. И если хочешь, наряд полиции с тобой приедет и заберет, чтобы не было проблем. Они приехали со мной, забрали все. Но потом, вот после того, как уже все это прошло, то есть когда уже я пыталась вызвать полицию, то, что он там за мной ходил следом, то там уже типа, ой, ну, типа, ничего такого. Вообще, в Гватемале, как ты считаешь, ну, то, что майя, много церквей, Антигуа, это духовная страна? Ну, скорее да, чем нет. Не знаю. Видишь, у меня просто другое, как сказать, восприятие. Я с людьми стараюсь не спорить, не вступать в разборки. Ну, это твое мнение. В принципе, да, конечно. То есть, в принципе, все люди, большая часть людей, которые знаю, они к чему-то принадлежат. Или к какой-то церкви, или к чему-то там. То есть, в целом, да. И, допустим, университет, в котором я работаю, он тоже католический, да. Хотя они так особо не навязываются, но, например, у нас там начинается конгресс медицинский, там приходит этот падре, рассказывает какую-то историю и так далее, там, зачитывает Библию. То есть, в принципе, да. Твои рекомендации по Гватемале. Стоит ли вообще Гватемалу рассматривать для проживания своего? Ну, если знать, как получать документы, то да, но здесь она очень как сказать, недружелюбная к получению документов страна. Ну, ты же получила паспорт Я Гватемалы. получила, потому что у меня ребенок гватемалец, и потому что я сверху сидела на всех адвокатах и так далее, потому что, получается, вот родился у меня ребенок, у меня была резиденция, с этой резиденцией нужно было прожить 5 лет, и после 5 лет подавать на гражданство. Если бы я хотела подать по мужу, то было бы быстрее, но поскольку я уже не решилась просить у него одолжение, то есть я подавала по пути сына, и 2,5 года у меня занял процесс, 2,5. А когда у меня была церемония гражданства, у нас там было 3 араба и 2 русских. Все очень было интересно. И там экзамен надо сдавать? Да, надо сдавать экзамен. И был мужчина русский, он женился, у него 2 детей, они в столице живут, у него жена из Гватемалы, он 4 года делал. Ну, то есть зависит от того, насколько у тебя характер развитый в плане того, что нужно всем названивать, где мои документы. Так, сказали, 2 недели прошли, то есть я сделала за 2,5 года, потому что я такой человек. Но на самом деле совершенно не простой вариант. То есть если ты получаешь визу туристическую, тебе каждые 3 месяца нужно выезжать, да, например. Подожди, мне говорили, что можно продлевать, и я сам продлевал. Продлевать можно несколько раз, там же не бесконечно. 1 раз продлеваешь, да. Еще на 3 месяца, максимум 6 месяцев. Да, потом начинаешь выезжать, соответственно. Вот, и то
если ты путешествуешь по Центральной Америке, вот Не этот считается, период касается на 4 страны: Сальвадор, Вот, Никарагуа, надо куда-то в Гондурас, Мексику, да. Гватемала. Или, например, вот логика, да, то есть у меня была резиденция уже, то есть у меня была карточка местная, такого другого цвета. Потом я даже не знала, никто не сказал, что я когда переехала сюда, опять в Кецальтенангу, искала работу, они говорят, тебе нужно разрешение на работу. Я говорю, так, подождите, у меня резиденция типа постоянная. Они говорят, нет, это отдельно. Хорошо, ну то есть оно делается легко, но каждый год, то есть каждый божий год нужно делать разрешение на работу, если у тебя не гражданство. Ну что вообще такое? Ну, то есть где логика, если у меня ребенок, если у меня постоянное проживание? Это с гражданством или без? Нет, это без гражданства. Каждый год делать разрешение на работу. А нельзя на 5 сделать, нельзя хотя бы на 3. То есть логики никакой. Ну подожди, абсолютно. ты за это же платишь. Ну, ты платишь, как? Ну, они собирают налоги за это, я в этом Они плане. собирают налоги, да, когда ты не резидент, то есть они соберут налоги. За разрешение на работу это бесплатно, но ты платишь своим адвокатам, потому что надо все бумажки подписать, отправить и так далее. То есть бесплатно тут ничего нет. И гражданство дорогое очень, то есть там нужно печатать эти все в Диарио Центроамерика, то есть в газете в центральноамериканской печатать, это очень дорого. Что печатать надо? Указ о том, что тебе дают гражданство, в общем, это какая-то легальная такая ситуация. Потом нужно платить, по-моему, 800, что ли, долларов, я тоже платила за какие-то там еще... Главный вопрос вот в этой ситуации. Ты отказываешься от российского или нет? Нет. Они забирают паспорт временно, пока ты в процессе. То есть у меня не было паспорта на руках 2 года. Я почему-то не сообразила сделать 2 паспорта. Ну и ладно, я никуда просто не летала 2 года, да и все. То есть на 2 года прям забрали? Да. Ну, если с российским паспортом, если у тебя 2 заграна, то в принципе это да. все равно. Но у меня не было, поэтому да, они забрали. Ну, ничего, просто в последний момент уже, когда, нате, возьмите, все, подпишите. До свидания. То есть нет. Но не просто совершенно. То есть надо разрешение на работу через компанию получить очень сложно какую-то, потому что с компании берется деньги за то, что они нанимают иностранного гражданина. И очень часто они не хотят это делать, даже если там, вау, классные специалисты. А если здесь, скажем так, классная работа для русскоговорящих? Ты знаешь, кстати, вот я сейчас вспомнила, кто здесь есть русский. В одном университете, в частном, они привезли человека из России, Евгений зовут, у меня, наверное, нет его номера телефона, вот, он работает, типа, директором филиала здесь, этого университета, потому что у них, типа, были проблемы, что студенты там вовремя не платили или еще что-то, и они вот почему-то наняли русского человека. А в какой должности он работает? Директор филиала. Директор целого филиала. Да, то есть они его точно привезли с рабочей визой и так далее, потому что он даже по-испански не очень хорошо говорил, я помогала им однажды на собрании онлайн переводить, когда они его представляли. Вот это вот привезли человека, но у него образование, вспомни, какое-то административное, менеджер. Ну, то есть они больше посмотрели на его образование и опыт, нежели на знание испанского. Да, но это вот прям такой случай, который я вот индивидуально знаю, и он здесь, кстати, был, по крайней мере, не знаю, продолжает. Если ты сдала экзамен, получила паспорт Гватемалы, расскажи, пожалуйста, почему город называется Кецальтенанго? Тенанго – это земля чего-то, то есть Кецальтенанго – земля Кецалии, Мазатенанго – земля этих оленей, что там еще есть, Уэвэтенанго, по-моему, это земля леса или чего-то такого. Ну, потому что пришли мексиканцы вместе с завоевателями, и вот эти вот тенанго – это из местного языка мексиканцев, которые здесь были. Мексиканцев или индейцев? индейцев? Потому что, видимо, мексиканских индейцев, но не местных. Не гватемальцев? Нет, потому что здесь Кецальтенанго другое было имя. Раньше почему Шела называется? Потому что раньше называлась Шелахухнох. Шелакукно? Да, между 7 горами называлась, а потом пришли завоеватели и переименовали Кецальтенанго уже на другом языке. Но все равно большинство Шела называют. Ну, поэтому и 2 имени, да, потому что Кецальтенанго это типа официальное, а Шела это местное. Да. И буква X, которая читается как Ш, это вот из местных языков. Заключительный вопрос. В чем смысл жизни? Смысл жизни в наслаждении этой жизнью, потому что кто его знает, что там дальше.
и в чем-то хорошем, что можно сделать, пока ты здесь находишься. Ты слышишь это? Это зов. Зов неизведанного континента, где улицы шепчут истории, а люди делятся тайнами своей жизни. Ты еще не задал свой вопрос? Оставь его в комментариях, и, может быть, именно ты станешь героем следующего выпуска. Подпишись, подключайся к голосу Латинской Америки.